Сила Духа управляет миром. Моисей, 21 декабря 2013 года. Я есмь Моисей. Я пришел к вам вновь. Я пришел, потому что человечество нуждается в руководстве и помощи, исходящей от вознесенных сонмов. Я жил на земле, и я знаю условия, в которых находится человечество сейчас. Меня чрезвычайно волнует все происходящее на земле, потому что это моя родная планета, которая является колыбелью моего разума. А сейчас я желаю дать вам свои наставления, которые будут актуальны для большей части человечества, находящегося в воплощении. Прежде всего, я рад, что посредством грандиозных усилий удается сохранять баланс на планете. Но я также понимаю, что эволюция человечества может быть более успешной при условии большего взаимодействия между нашими мирами. Миром, в котором находитесь вы сейчас, и миром, в котором пребывают лучшие представители человечества, достигшие вознесенного состояния сознания. И действительно, существует рядом с вами целая высокоразвитая цивилизация, состоящая из лучших представителей человечества. Она находится буквально там, где находитесь вы, в том же самом пространстве, но на других частотах. И ваше взаимодействие с этой высокоразвитой цивилизацией целиком и полностью зависит от вашего желания. Вам необходимо допустить в свое сознание возможность этой связи. Вам необходимо изменить свое сознание настолько, чтобы взаимодействие стало возможным. И это та реальность, которая существует. И дело осталось за малым. Вы должны захотеть получить связь с миром, в котором обитают вознесенные владыки. Такая отделенность миров в будущем перестанет существовать. Но я желаю обратить ваше внимание, что не все представители человечества смогут приблизиться и продолжить свое существование
в новой реальности. К сожалению, это так. Не все, даже из вас, кто сейчас читает это мое послание, смогут преодолеть в себе нечто, что препятствует дальнейшей эволюции. Целиком и полностью ваше дальнейшее развитие зависит от тех усилий, которые вы предпринимаете в преодолении собственных несовершенств и собственных недостатков. Ваша цивилизация не сможет существовать дольше определенной границы, обозначенной Богом. Ваша цивилизация не сможет существовать, потому что она отделила себя от Бога и Его закона. Но те представители человечества, которые смогут принять божественный закон и следовать ему, для них двери в дальнейшую эволюцию широко раскрыты. Вам предстоит уже в самое ближайшее время продемонстрировать свою веру и решимость. Поэтому я пришел к вам сегодня. Многие из вас преданно служили мне во время моего воплощения на земле. Я помню вашу преданность и сейчас готов оказать вам всю возможную помощь. И я вижу, что вы нуждаетесь в том, чтобы я напомнил вам в очередной раз о необходимости следовать божественному закону, который был записан мной на каменных скрижалях. Прошли тысячи лет, и до сих пор я вынужден приходить и напоминать вам о необходимости следовать божественному закону в ваших жизнях. Только одно это способно вырвать вас из оков иллюзии. Только одно это способно открыть для вас окно божественной возможности и путь к дальнейшей эволюции. Вы забыли о Боге. Те цивилизации, которые забывают о Боге, обречены на небытие. Я говорю вам о Боге, как о высшем законе, который есть в этой вселенной. Вы можете делать вид, что никакого закона не существует. И какое-то время вы сможете существовать по вами придуманным законам. Но это возможно лишь до определенной черты, которую Бог начертал для вас. Поэтому я обращаюсь сегодня к вам, тем из вас, кто в своем сознании готов принять закон и следовать ему в своих жизнях. Не нужно, возлюбленные,
выходить на улицу и кричать о необходимости следовать божественному закону. Нет, это не путь владык. Владыки учат вас о следовании закону в своих сердцах. Поэтому этот путь называется внутренним путем. Внешнее послушно повторяет ваше внутреннее состояние. Поэтому вся ваша забота должна состоять в следовании закону Бога в своих сердцах, в своем внутреннем пространстве. Вы можете сохранять преданность Богу и следовать Его закону, даже тогда, когда находитесь в тюрьме. Ваша внутренняя свобода не зависит от внешнего окружения, где бы вы ни находились. Поэтому я зову вас к проявлению вашей божественной свободы, которая является качеством вашего сознания и всегда с вами, даже тогда, когда вы заключены в оковы иллюзии внешнего мира. Вы понимаете, о чем я говорю? Я говорю о том, что только степень ваших внутренних достижений открывает для вас путь к дальнейшей эволюции. Сопротивление внешним иллюзорным силам необходимо преодолевать в вашем сознании. Когда люди не развиты, они выходят на улицы, устраивают революции, свергают власть. Я учу вас изменять внешнее путем изменения внутреннего. И это тот путь, по которому вас ведут вознесенные владыки. Утихомиривание ваших внутренних бурь приводит к утихомириванию внешних ураганов. Внутреннее управляет внешним. Сила духа управляет миром. Поэтому противоположные нам силы делают все, чтобы ваш дух замолчал. И эта война против вашего духа не прекращается ни на минуту. Вся индустрия современного общества направлена на борьбу с вашим духом. И вместо того, чтобы осознавать это и противопоставить иллюзорным силам вашу веру и преданность Богу, вы идете на поводу у иллюзорных сил и терпите одно поражение за другим. Подумайте над моими словами тогда, когда вы сможете это сделать. Не торопитесь откладывать текст этого моего послания и устремляться за услужливо предлагаемыми вам развлечениями и суррогатами. Я обдумывал это мое послание к вам в течение полугода.
И вы должны теперь в течение следующего полугодия медитировать на суть моего послания. Только в этом случае закон будет удовлетворен. Только в этом случае вы остановите карму, которая создается, если вы не прислушиваетесь к словам владык. Я приходил к вам этим днем, чтобы оказать помощь и поддержать вашу божественность на пути. Я есмь Моисей.